На этом уроке мы разберем интересную тему, которая называется Rebase. Rebase иногда переводят на русский язык как перебазирование. Давайте разберемся, зачем вообще был придуман Rebase, в чем мотивация. Из уроков про слияние мы помним, что у нас есть fast-forward слияние и не fast-forward слияние. Fast-forward слияние происходит тогда, когда в ветке, из которой была образована новая ветка, не произошло никаких изменений. То есть за время, пока мы работали в своей ветке, в той ветке, от которой мы отпочковались, не было произведено никаких изменений. И когда мы сливаем вот эту новую ветку в основную ветку, мы продолжаем работать так, как будто отдельной ветки не было создано. То есть здесь у нас не образуется новый коммит слияния, так называемый merge commit. И вот история всех коммитов, она линейная, простая, и все коммиты в этой истории идут один за другим. И вот после этого коммита у нас идет дальше этот коммит. Но у нас бывают также другие случаи, когда мы работаем в своей ветке, и в этот момент в ветке, от которой мы отпочковались, произошли какие-то изменения, произошли какие-то коммиты. И тогда уже гид не может слить с помощью fast forward, он сливает вот эту ветку с созданием нового коммита слияния или merge коммита. И вот у нас образуется такой вот коммит слияния на месте слияния этих двух веток. И дело в том, что в больших проектах, в проектах с множеством ветвей, вот этих коммитов слияния может быть очень много. Вот здесь я нашел скриншот одной из историй какого-то проекта, и мы видим, что вот самих коммитов, их меньшинство. Большинство вот этих коммитов слияния. И многие люди считают, что эти коммиты слияния, они засоряют нашу историю коммитов. То есть вот на такую историю коммитов, на нее сложно смотреть, сложно видеть, что здесь происходило, потому что большинство коммитов это вот эти коммиты слияния, которые в принципе не несут какой-то смысловой нагрузки. И поэтому была придумана команда Rebase. Rebase это такая альтернатива команде Merge. То есть эта команда тоже производит слияние веток, но при этом она не создает вот этих вот коммитов слияния, которые, по мнению некоторых людей, засоряют историю коммитов. Давайте поймем различия команды Rebase и команды Merge. Ну, во-первых, как я уже сказал, обе команды делают одно и то же. Они сливают ветки. Команда Merge, она может создавать merge commit при слиянии, в случае, если у нас слияние не fast forward. Команда Rebase же, она этого коммита не создает. И дальше мы увидим, как это все работает, как мы можем, не создавая merge commit, при этом сливать две ветки. Команда Merge при этом, она безопаснее, чем команда Rebase, потому что, опять-таки, создается отдельный коммит, отображающий слияние. Мы видим, что где произошло слияние двух веток, и мы можем, например, посмотреть, что произошло в ходе этого слияния. В случае же использования команды Rebase мы этого слияния не видим. То есть для нас все кажется, как будто история коммитов, она кажется линейной, как будто никаких веток у нас никогда и не было. Плюс команды Merge – это достоверная, полная история всех коммитов. То есть у нас есть полная история того, какие ветки у нас были созданы, какие ветки у нас были слиты, и у нас история максимально полная. В свою очередь, плюс команды Rebase в том, что получается у нас история лаконичная, линейная и без лишних коммитов. Если в ветке долго велась работа и произошло много изменений, то лучше все-таки использовать команду Merge. То есть, если, например, вы отпочковались от мастера и в своей ветке очень долго работали, сделали много коммитов, то лучше такую большую ветку все-таки сливать с созданием отдельного коммита слияния, созданием отдельного merge коммита. Если же ветка была недолгая и произошло мало изменений, то можно в этом случае использовать Rebase, чтобы не засорять историю коммитов. И такое вот резюме: если вас не просят делать Rebase, то лучше делать Merge, потому что Merge он безопасней, Merge он более такой очевидный, более простой. И если в команде, например, ваши коллеги, или если работодатель вас не просит делать Rebase, то делайте Merge. Как же работает Rebase? Вот здесь я привел схему, которая у нас была на некоторых прошлых уроках. У нас есть ветка addFeature1,
В ней у нас есть два коммита, и в момент, когда мы работали в этой ветке, в ветку мастер был добавлен новый коммит 4. И теперь, когда мы захотим слить нашу ветку в ветку мастер, здесь должен будет появиться merge commit или коммит слияния. Но этого мы можем избежать с помощью команды rebase. Для этого мы переключаемся в ветку add_feature_1, но если мы в ней не находимся, то мы в нее заходим с помощью команды git checkout, и находясь в этой ветке, мы делаем git rebase master. Что же происходит? Наша ветка add_feature_1, она перебазируется или передвинется вперед. То есть здесь мы видим, что эта ветка, она отпочковалась от коммита номер 3 в ветке мастер. Но если мы сделаем git rebase, то наша ветка, она продвинется вперед. То есть она как будто бы отпочкуется от коммита номер 4. И в этом случае у нас не будет проблем, потому что в ветке мастер у нас не будет новых коммитов. И поэтому мы сможем слить нашу ветку add_feature_1 в ветку мастер с помощью fast forward слияния, то есть без создания какого-то коммита слияния. Потому что теперь гиту кажется, что наша ветка add_feature_1 она была отпочкована от последнего коммита в ветке мастер. Что же произошло? Как это вообще работает? Ну, здесь еще раз написано, что наша ветка перебазировалась, и в ветку add_feature_1 был добавлен коммит номер 4 из мастер. То есть, когда мы здесь отпочковывались от коммита номер 3, у нас в ветке add_feature_1 не было коммита номер 4, потому что коммит номер 4 появился позже. Он появился позже в ветке мастер, и ветка add_feature_1 об этом коммите не знает. Но с помощью команды rebase мы в ветку add_feature_1 добавляем коммит номер 4 из ветки мастер. И затем поверх этого коммита мы добавляем вот эти коммиты из этой ветки add_feature_1. И теперь, конечно же, можно делать fast forward слияние без merge коммита. То есть, выполняя команду rebase, мы сначала добавляем все коммиты из ветки master в нашу ветку, то есть мы эту ветку перебазируем, мы ее обновляем, и уже поверх этих коммитов из ветки master мы добавляем, собственно, те коммиты, которые были сделаны в этой ветке. И таким образом у нас получается, что после выполнения команды rebase у нас вот эта ветка, она всегда оказывается на последнем коммите той ветки, от которой она отпочковалась. Для того, чтобы вот это совершить, для того, чтобы сделать вот такую операцию, у команды rebase есть такая определенная зона, которая называется временной. В эту временную зону помещаются те коммиты, которые есть в самой ветке. Ну, например, если мы находимся в ветке add_feature_1 и хотим сделать git rebase master, это значит, что мы хотим добавить все коммиты из мастера в нашу ветку и поверх них уже накатить наши коммиты из самой ветки. И для этого команда git rebase, она берет эти коммиты и удаляет их из нашей ветки и переносит их во временную зону. То есть теперь в нашей ветке add_feature_1 нет коммитов вот этих двух красных. Они перешли во временную зону. И затем, после этого, команда rebase, она добавляет коммит номер 4 из ветки master, она его добавляет в нашу ветку add_feature_1. И когда она добавила все коммиты из ветки master, она уже берет эти коммиты из временной зоны и их поверх вот этих коммитов из ветки master, она их добавляет по одному в нашу ветку add_feature_1. И вот после выполнения команды rebase у нас возникает такая история коммитов в нашей ветке add_feature_1, что равноценно тому, что в принципе наша ветка, она отпочковалась не от коммита 3, а от коммита 4, то есть отпочковалась вот таким вот образом. И вообще можно ли сделать rebase наоборот? Вот здесь мы отпочковывались от мастера, и, соответственно, все коммиты из мастера переносили в нашу ветку add_feature_1. Но можно ли наоборот? Можно ли перенести перенести коммиты из ветки add_feature_1 в ветку мастер? И это, оказывается, можно. То есть здесь мы, вот в этом примере, мы переходим сначала в ветку мастер, и, находясь в ветке мастер, мы вызываем команду git rebase add_feature_1. И в данном случае мы переносим сначала
То есть мы переносим наш коммит номер 4 во временную зону и переносим коммиты из ветки от feature 1 в ветку master по одному. То есть мы вот коммита 4 больше нет в нашей истории, мы остаемся на коммите 3. Оставаясь на коммите 3, мы по одному начинаем переносить коммиты из ветки at feature 1 в нашу ветку master. То есть команда rebase, она переносит коммиты из at feature 1 в ветку master. Мы перенесли этот коммит, перенесли следующий коммит, и затем, когда мы перенесли все коммиты из ветки at feature 1, мы вспоминаем про нашу временную зону. И из этой временной зоны мы переносим тот самый коммит, который был удален. И поверх вот этих коммитов из ветки от feature 1 мы накатываем этот коммит номер 4. И в итоге у нас получается вот такая вот линейная структура без merge коммитов. Конечно же, при merge, при выполнении команды rebase могут возникать конфликты слияния. То есть если мы, например, в этом коммите номер 4 и в этом коммите из ветки at feature 1 поменяли одно и то же место, например, в одном и том же файле, то, конечно же, Git не сможет слить эти две ветки автоматически. И в этом случае при выполнении команды rebase нам будет выдано сообщение о том, что произошел конфликт. Но разрешение конфликта будет такое же, как и в случае с командой merge. Это мы подробно разберем на практике. После того, как мы разрешим конфликты вручную, мы сможем продолжить rebase с помощью команды git rebase с параметром continue. Или же, если мы не хотим больше сливать эти две ветки, если мы поняли, что мы не хотим этого делать, мы можем сделать команду git rebase с параметром abort и тем самым отменить слияние двух веток. Но теперь давайте перейдем к практике, где мы все подробно разберем. В этой практике у нас будет три отдельных сценария. В первом сценарии у нас пользователь будет работать локально над своим репозиторием. Я здесь склонировал репозиторий с GitHub. У нас в этом репозитории вот такая история коммитов. Здесь у нас последний как раз-таки коммит, это merge коммит из какого-то предыдущего урока. И в этом репозитории у нас одна ветка master. Теперь предположим, что мы хотим создать какую-то новую функцию в нашем проекте. Для этого мы создадим отдельную ветку git branch at feature 1. Теперь давайте в эту ветку мы перейдем. Git checkout at feature 1. В этой ветке мы что-нибудь изменим и сделаем commit. Давайте откроем какой-нибудь из файлов. Пусть будет файл 1. И здесь мы скажем, что some new feature. Пусть у нас будет новая строчка в этом файле. Сделаем git add с точкой и сделаем git commit add new feature. То есть добавляю новую функцию. У нас был создан новый коммит в нашей ветке. Если мы посмотрим на git log, то мы видим, что у нас появился новый коммит в этой ветке поверх старых. Теперь нам звонит наш начальник и говорит, что в ветке мастер есть какой-то критический баг. Этот баг надо исправить, и поэтому мы переходим в ветку мастер. То есть у нас здесь мы оставляем нашу работу над функцией и переходим в ветку мастер, чтобы исправить какой-то критический баг. Здесь, если мы посмотрим на историю коммитов, у нас этого коммита из ветки at feature 1, конечно же, нет. И здесь мы делаем какой-то новый коммит. Давайте мы, например, откроем файл 2 и в нем напишем critical bug fixed, то есть критический баг исправлен. И давайте также сделаем commit, git commit fix critical bug, то есть исправляю критический баг. Теперь мы в ветке master сделали commit. Здесь у нас вот он отображается в истории коммитов. И у нас образовалась такая ситуация, что в ветке at feature 1 есть commit, и в ветке master тоже есть commit. Теперь если мы сделаем git merge at feature 1, то у нас, конечно же, будет создан merge commit или commit слияния, потому что здесь в таких условиях невозможно провести fast forward слияние. Но с помощью команды git rebase мы сможем провести fast forward слияние. Для этого давайте перейдем обратно в ветку at feature 1. Сейчас, находясь в ветке at feature 1, мы можем сделать git rebase master.
Что же произойдет? Когда мы сделаем git rebase master, вот этот коммит из ветки master, который исправляет критический баг, он будет перенесен в нашу ветку add feature 1. То есть вот этот коммит add new feature, который был сделан в нашей ветке add feature 1, он будет перенесен во временную зону. То есть он будет удален из нашей истории коммитов. Пока он будет удален из нашей истории коммитов, пока он будет находиться во временной зоне, в нашу ветку add feature 1 будет добавлен коммит, исправляющий критический баг. Этот коммит из ветки master. Когда у нас коммит из ветки master будет добавлен, и больше коммитов в ветке master не останется, у нас из временной зоны опять будет сверху, то есть поверх вот этого коммита из ветки master, поверх исправления критического бага, у нас поверх этого коммита будет добавлен коммит из нашей ветки add feature 1. И таким образом у нас вот эта наша ветка add feature 1, она сдвинется, она перебазируется. И после этого мы сможем сделать наш fast forward merge. Также, в принципе, мы могли сделать наоборот. Если мы переключимся обратно на ветку master, то мы могли здесь сделать git rebase add feature 1. И в этом случае у нас произошло бы наоборот. У нас бы коммит, который исправляет критический баг, этот коммит был бы перенесен во временную зону, и он бы был удален из истории коммитов в ветке master. Был бы взят коммит из ветки add feature 1, который добавляет новую функцию, он бы был применен к нашей ветке master, и после того, как все коммиты из ветки master, они были бы применены, все коммиты из ветки add feature 1 были бы применены к ветке master, после этого коммит из временной зоны был бы поверх вот этих коммитов применен к нашей ветке master. Мы можем сделать либо то, либо другое. Давайте сделаем, например, первый вариант. То есть применим коммиты из ветки master к нашей ветке add feature 1. Это более правильно логически, потому что мы не хотим изменять нашу ветку master, мы хотим просто актуализировать и перебазировать нашу ветку add feature 1. Давайте сделаем git rebase master. Мы сделали git rebase master, у нас никаких конфликтов в ходе ребейса не возникло, и поэтому сейчас, если мы посмотрим, самое главное, сейчас, если мы посмотрим на историю коммитов в нашей ветке add feature 1, если мы посмотрим на историю коммитов, то мы видим, что у нас появился коммит из ветки master, который исправляет критический баг. И причем этот коммит, он оказался раньше, чем наш коммит из нашей ветки add feature 1. То есть вот этот коммит был убран из нашей истории коммитов, был добавлен коммит из ветки master, и поверх него уже был добавлен коммит из нашей ветки add feature 1. То есть как будто бы мы отпочковались от ветки master в момент, когда в ней уже был коммит, исправляющий критический баг. И теперь в таких условиях мы можем произвести fast forward слияние, потому что никаких новых коммитов в ветку master добавлено не было, пока мы работали в ветке add feature 1. По крайней мере, теперь это так. Для этого давайте теперь перейдем в ветку master. И здесь мы давайте сделаем git merge add feature 1. И мы видим, что у нас произошло fast forward слияние. То есть у нас не возникло нового merge коммита. Мы видим, что у нас, это у нас коммит какого-то прошлого урока. Мы видим, что после этого у нас история коммитов, она линейная, без merge коммитов. Как будто бы отдельные ветки для вот этой функции add new feature, для этого коммита add new feature, как будто бы новой ветки и не создавалось. И теперь, когда мы слили нашу ветку add feature 1 в ветку master, мы можем ее спокойно удалить. Git branch с параметром d add feature 1. Теперь давайте разберемся со следующим сценарием. В этом сценарии у нас два пользователя работают в своих локальных репозиториях в ветке master. Первый пользователь делает коммит в ветку master и заливает этот коммит на GitHub, то есть делает push этого коммита на GitHub. В это время второй пользователь тоже работает в своей ветке master, делает коммит и пытается тоже сделать push на GitHub. И при этом удаленный репозиторий GitHub запрещает ему делать этот push, потому что сначала этому пользователю
надо проинтегрировать коммиты, которые есть на удаленном репозитории, в свой локальный репозиторий. В одном из прошлых уроков мы делали пул, чтобы слить изменения из удаленного репозитория, из удаленной ветки мастер в локальную ветку мастер. И команда pull, она делала сначала fetch, чтобы скачать удаленную ветку в наш локальный репозиторий, и уже потом делала команду merge, чтобы слить эту удаленную ветку мастер в нашу локальную ветку мастер. В данном случае, в этом примере, мы не будем делать команду pull, потому что мы не хотим, чтобы происходил merge, чтобы образовывался коммит слияния. Здесь мы сделаем команду rebase, чтобы у нас этого коммита слияния не образовывалось. Давайте перейдем в репозиторий первого пользователя и сделаем какие-то изменения. Давайте откроем файл 1 и в нем напишем какую-нибудь новую строчку line from user 1. Это у нас уже строчки с прошлых уроков. Давайте у нас будет еще одна строчка от первого пользователя. Line from user 1, lesson about rebase. Пусть будет такая строчка. Так, здесь у нас появились изменения. Давайте эти изменения добавим и сделаем commit. Git commit add changes from user 1. Теперь, когда мы эти изменения закоммитили, давайте эти изменения запушим на GitHub. Git push origin master. Мы сливаем наши изменения с локального репозитория на удаленный репозиторий ветку master. Предположим, что в это же самое время наш второй пользователь тоже ввел работу с его репозиторием, с локальным репозиторием. Давайте откроем файл 2. И в этом файле 2 давайте скажем, что line from user 2 lesson about rebase. Сохраним. Добавим, сделаем commit add change from user 2. И давайте теперь попробуем сделать push на GitHub. У нас пользователь 2 не знает о том, что на GitHub есть новые коммиты. Поэтому если он попробует сделать push на GitHub в ветку мастер, ему GitHub это сделать запретит, потому что на GitHub есть коммиты, которых нет на локальном репозитории. И эти коммиты нужно как-то интегрировать. И если бы мы делали то же самое в одном из прошлых уроков, мы бы сделали сейчас git pull и таким образом слили бы коммиты с удаленного репозитория на наш локальный репозиторий. Но мы сделаем git rebase. Давайте для этого сначала сделаем команду git fetch. Git fetch нам достанет все новые изменения с удаленных веток. То есть он обновит удаленные ветки на нашем локальном репозитории, чтобы они соответствовали веткам на удаленном репозитории. Давайте сделаем git fetch. И таким образом наша ветка origin master, она обновится, и теперь она будет соответствовать ветке, которая на удаленном репозитории. Но при этом мы вот эти изменения еще не слили в нашу локальную ветку master. То есть мы не проинтегрировали локальную ветку master с удаленной веткой master. И здесь, вместо того, чтобы делать merge, давайте сделаем rebase. Git rebase origin /master. Что же произойдет после выполнения команды rebase? В прошлом сценарии мы выполняли команду rebase, находясь в ветке add feature 1, мы делали git rebase master. В этом случае у нас все коммиты, новые коммиты из ветки add feature 1, они помещались во временную зону, и к ветке add feature 1 применялись коммиты из ветки master. То есть сначала применяются коммиты, которые из ветки, которая написана здесь. И затем уже из временной зоны достаются коммиты из той ветки, в которой мы находимся. В данном случае мы находимся в ветке master. Если мы посмотрим, мы находимся в ветке master. И когда мы выполним rebase, сначала будут применены коммиты из ветки origin master. То есть сначала будет применен коммит, который был запушен вот этим первым пользователем на удаленный репозиторий. Когда его коммит применится к нашей локальной ветке master,
будет применен коммит из временной зоны. То есть вот будет применен коммит, вот этот, который мы создали в нашем локальном репозитории. Давайте запустим команду git rebase и посмотрим, что у нас произошло. У нас rebase произошел без конфликтов, потому что мы изменяли разные файлы. То есть мы изменяли у первого пользователя файл 1, у второго пользователя файл 2. Если мы сейчас посмотрим на историю наших коммитов, то мы видим, что у нас появился коммит от первого пользователя. Вот add changes from user 1. Этот коммит пришел от первого пользователя. Этот коммит пользователь залил на GitHub. Мы этот коммит получили с помощью команды fetch. Мы его скачали в нашу удаленную ветку на нашем локальном репозитории. И затем мы сделали git rebase origin master. Эта команда, она поместила этот коммит в нашу локальную ветку master. При этом вот этот коммит, который был в этой ветке master, команда rebase, она поместила его во временную зону. И когда все коммиты из ветки origin/master, они были применены к нашей локальной ветке master, команда rebase, она достала коммит из временной зоны. Таким образом, у нас получилось, что опять у нас история линейная, у нас нету merge коммитов, и у нас все в истории таким образом, как будто бы отдельной ветки и не создавалось. И теперь давайте разберем третий сценарий, в котором у нас возникнет конфликт слияния. Мы перешли в репозиторий в локальный, и у нас пользователь будет создавать ветку и будет ее сливать с веткой master. Давайте мы создадим какую-нибудь ветку add feature, и давайте в нее перейдем. Git checkout add feature 1. В этой ветке давайте мы будем изменять наш файл 1. Давайте к строчке some new feature добавим, например, 1, 2, 3. И давайте это закоммитим. Git add, git commit, add 1, 2, 3 to some new feature. То есть мы добавили 1, 2, 3 к строчке some new feature. Мы сделали коммит, и теперь нам опять звонит начальник, говорит, что нужно переместиться в ветку master и исправить здесь какой-то критический баг. Этот критический баг у нас находится тоже в файле 1, в этой же строчке some new feature. Но здесь мы должны добавить не 1, 2, 3, а, например, 4, 5, 6. То есть мы изменяем в ветке master то же самое место, которое мы изменили в ветке add feature 1. И давайте сделаем commit. Git add, git commit, fix critical bug, add some new feature. То есть исправили критический баг на строчке some new feature. Закоммитили. Теперь, если мы попробуем слить нашу ветку add feature 1 с веткой master, у нас возникнет конфликт. Конфликт слияния, потому что у нас изменяется в этих двух ветках, изменяется одна и та же строчка в одном и том же файле. Давайте перейдем в нашу ветку add feature 1 и попробуем сделать rebase, как мы это делали в первом сценарии. Git rebase master. То есть мы хотим, чтобы в ветку add feature 1 добавился коммит из ветки master, и чтобы наша ветка add feature 1 перебазировалась на другой коммит из ветки master. Давайте сделаем git rebase master и увидим, что у нас произошел конфликт слияния. Все абсолютно так же, как и в случае со слиянием с командой merge. У нас здесь в файле 1 появилась зона конфликта. Это у нас пришло от ветки master, эта строчка. И эта строчка, она пришла к нам от нашей ветки add feature 1. Давайте выберем какую-нибудь из этих веток. Давайте выберем, например, версию из ветки master, потому что эта версия, она исправляет критический баг. И давайте то, что мы исправили, мы добавим в отслеживаемую зону git add с точкой. И здесь нам команда rebase говорит, что если вы хотите продолжить rebase, в случае, если вы исправили все конфликты, вы можете набрать команду git rebase с параметром continue. Таким образом, продолжится rebase уже с исправленными вручную конфликтами. Также мы можем сделать git rebase skip, чтобы пропустить этот коммит,
который вызывает конфликт слияния. И также мы можем сделать git rebase с параметром abort, чтобы прекратить слияние, чтобы вернуть обратно rebase. Но мы конфликт исправили вручную, поэтому давайте берем git rebase continue. У нас rebase состоялся успешно. В файле 1 у нас принялась версия от ветки мастер. Если мы посмотрим на нашу историю коммитов, то мы видим, что у нас есть коммит из ветки мастер, и у нас есть коммит из нашей ветки add feature 1. Получается так, что получилось опять так, что у нас код из ветки add feature 1 не применился, потому что у нас в ветке add feature 1 было только одно изменение, изменялась только одна строчка, и это изменение, оно полностью перетерлось изменением из ветки мастер. Но обычно все происходит иначе. У нас в ветке будет много изменений обычно, и одно из этих изменений будет перетерто изменением какой-то другой ветки. И теперь, когда мы сделали rebase, когда мы перенесли коммит из ветки мастер в нашу ветку, мы можем сделать fast forward merge. Давайте перенесемся в ветку мастер. Мы находимся на ветке мастер. Теперь давайте сделаем git merge add feature 1. И у нас получился fast forward merge, то есть merge без создания коммита слияния. На этом уроке мы разберемся с вариацией команд rebase, которая называется интерактивный rebase. Давайте быстро вспомним еще раз про обычный rebase. У нас есть ветка add feature 1, и она отпочковалась от ветки master в коммите номер 3. Если мы перейдем в эту ветку и сделаем git rebase master, то сначала в эту ветку перейдут все коммиты из ветки master, а потом в эту ветку перейдут все коммиты из временной зоны. То есть вот эти два коммита сначала перейдут во временную зону, коммиты из ветки master перейдут в нашу ветку, и затем по одному будут применены коммиты из временной зоны. Таким образом, наша ветка add feature 1 перебазируется или сдвинется на коммит номер 5. То есть будет такая будет история коммитов, как будто бы наша ветка add feature 1 отпочковалась не от коммита номер 3, а от коммита номер 5. И после этого мы сможем сделать, например, merge, который будет fast forward, то есть без создания коммита слияния. А интерактивный rebase – это совершенно другая вещь, хоть и команды rebase, они одинаковые, но эта функция в Git, она нужна совершенно для других целей. Обычный rebase нужен для манипуляций с ветками. Интерактивный rebase, в свою очередь, работает на одной ветке. То есть здесь мы не будем сливать несколько веток, здесь мы будем работать на одной ветке и будем работать с коммитами. Обычный rebase берет коммиты из другой ветки, перемещает их в нашу ветку и поверх этих коммитов по одному переменяет коммиты из временной зоны. Ну, как мы видели в этом примере. Интерактивный rebase, он не берет коммиты из другой ветки, он помещает некоторые коммиты из текущей ветки во временную зону и потом применяет эти коммиты опять к текущей ветке. То есть в момент применения мы можем как раз таки поменять коммиты. То есть интерактивный rebase, он не берет коммиты из какой-то другой ветки. Например, если бы мы вызвали интерактивный rebase в ветке add feature 1, то этот rebase интерактивный, ему не нужно передавать в качестве параметра какую-то другую ветку. Он работает на одной ветке, и он не берет коммиты из других веток. Он просто берет существующие коммиты, которые вы указали, из текущей ветки и помещает их во временную зону. И затем эти коммиты из временной зоны он начинает обратно применять к этой же ветке. И вот в момент применения этих коммитов из временной зоны обратно на текущую ветку мы можем эти коммиты как-то поменять. Мы можем их поменять местами, мы можем изменить их название и так далее. Все эти вариации мы рассмотрим дальше в ходе этого урока. Несмотря на то, что название команд одинаковое, обычный rebase сильно отличается от интерактивного rebase. Как я уже говорил, здесь у этих двух команд совершенно разная логика. Давайте начнем разбираться с интерактивным rebase с примера. Предположим, что мы хотим как-то изменить три последних коммита. Вот у нас три последних коммита в нашем репозитории, причем коммит add 1, 2, 3,
он является последним в нашем репозитории, и мы хотим эти коммиты как-то поменять. Для этого мы можем вызвать команду git_rebase с параметром i. Параметр i указывает, что rebase у нас будет интерактивный. И в качестве вот следующего параметра мы передаем не ветку, как мы это делали раньше в случае с обычным rebase, а мы передаем тот коммит, с которого мы хотим начать изменения. Вот здесь у нас указан коммит, который находится в 3 коммитах от последнего коммита. То есть вот этот синтаксис со словом head мы разбирали в одном из первых уроков в этом курсе. И вот этот синтаксис указывает нам на коммит, который находится в 3 коммитах от последнего. И именно с этого коммита мы начнем изменение коммитов. После этого, после выполнения этой команды, у нас откроется вот это окно. У нас откроется окно редактора. И в этом окне у нас будет находиться инструкция для интерактивного Rebase. Когда мы это окно закроем и сохраним, Rebase начнет читать эту инструкцию и выполнять эту инструкцию. Вот после того, как мы вызовем команду Rebase с параметром i, вот эти коммиты, которые мы выбрали, последние 3 коммита, они будут помещены во временную зону. И то, какую инструкцию мы здесь напишем, определяет, каким образом из временной зоны эти коммиты будут обратно применяться к нашей ветке. Здесь мы видим, что у нас есть какое-то слово peak и есть название наших 3 коммитов. Причем здесь у нас в выводе команды getlog у нас коммиты идут от самого нового к более старым, а здесь у нас в инструкции для интерактивного Rebase у нас коммиты идут от более старых к более новым. Давайте прочитаем, что здесь написано. У нас здесь есть какие-то команды. Pick, reward, edit, squash. Команда pick, она является самой простой командой. Она просто применяет текущий коммит к ветке. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что здесь написано. These lines can be reordered. То есть эти строчки, они могут быть как-то между собой переставлены. И вот эти строчки, они выполняются от верха к низу. То есть сначала будет выполнена эта строчка, потом будет выполнена эта строчка, и затем, наконец, будет выполнена вот эта строчка. Если вы удалите какую-то строчку, этот коммит будет потерян. То есть если мы, например, удалим вот эту строчку с командой pick для этого коммита, то когда интерактивный Rebase начнет применять вот эти команды из этой инструкции, он не применит вот этот коммит к нашей ветке. И этот коммит будет потерян. Если же мы удалим все эти команды, то Rebase будет отменен. То есть если мы возьмем и просто удалим эти 3 команды, то Rebase не состоится. Также я хочу обратить внимание на то, что командами являются только вот эти 3 строчки. Вот эти строчки все, они командами не являются, потому что перед ними стоит знак решетки. Этот знак решетки показывает, что эти строчки являются комментариями, и комментарии не являются командами. Что же будет, если мы сохраним эту инструкцию и выйдем из редактора? То есть мы открыли эту инструкцию с помощью вот этой команды Rebase, в ней мы ничего не поменяли, оставили все как есть и вышли из этой инструкции. Если мы выйдем из этой инструкции, ничего не поменяв, то просто команда Rebase, она выполнит вот эти 3 команды pick сверху вниз. И когда мы выполним команду Rebase, сначала 3 коммита, они будут удалены из нашей истории коммитов. То есть из нашей ветки, где мы вызываем интерактивный Rebase, вот эти 3 коммита, они будут удалены и перенесены во временную зону. Но затем Rebase интерактивный начнет исполнять команды из инструкции. Сначала он применит коммит add new feature, то есть он достанет этот коммит из временной зоны и применит его к нашей ветке. Затем он исполнит вторую инструкцию вторую команду в нашей инструкции. Он достанет коммит из временной зоны и применит его тоже к нашей ветке. И, наконец, он применит последний коммит к нашей ветке. Таким образом, что произошло? Команда Rebase просто взяла 3 коммита, удалила их из нашей ветки, переместила их во временную зону, а затем обратно применила каждый коммит к нашей ветке. В итоге у нас останется такая же абсолютно история коммитов, какая она была до выполнения вот этого интерактивного Rebase. То есть мы не изменили инструкцию и ничего не поменялось. Но дело в том, что мы можем менять эту инструкцию и можем, соответственно, менять коммиты, которые будут применяться
к нашей ветке. Есть одна тонкость с указанием коммитов, и она заключается в том, что интерактивный Rebase работает с коммитами, которые идут после того коммита, который вы указали. То есть, если мы укажем, например, git rebase интерактивный и укажем ему просто head, то здесь у нас не будет коммитов. То есть мы указываем ему последний коммит, и так как после последнего коммита нет больше коммитов, поэтому здесь у нас будет пустой редактор без коммитов. Если мы укажем head вот с этим знаком, то мы укажем интерактивному Rebase последний коммит. То есть он будет работать только с последним коммитом. И здесь, как в примере, мы указываем команде Rebase коммит, который находится в 3 коммитах от последнего. Значит, мы вот эти 3 коммита, которые идут после этого коммита, мы с ними будем работать. Что же можно делать с помощью интерактивного Rebase? Изменяя инструкцию применения коммитов, мы можем делать множество манипуляций с этими коммитами. Мы можем поменять коммиты местами, например. Мы можем поменять название коммита или название коммитов. Мы можем объединить 2 коммита в один. Мы можем добавить изменения в существующий коммит. Мы можем даже разделить коммит на несколько коммитов. И мы можем делать другие вещи. То есть вообще можно делать много вещей, но я в этом уроке опишу только самые распространенные, самые полезные вещи, которые можно делать с помощью интерактивного Rebase. Давайте начнем с самого простого примера. С помощью интерактивного Rebase мы можем поменять коммиты местами. Вот здесь мы вызвали интерактивный Rebase на последних 3 коммитах. И предположим, что мы хотим поменять местами коммит add new feature и add 123. То есть на самом деле в истории коммитов у нас коммит add new feature случился раньше, чем вот эти последующие 2 коммита. Но с помощью интерактивного Rebase мы можем сделать так, что commit add new feature случится после вот этих 2 коммитов. То есть мы можем поменять местами коммиты. Мы вызываем команду git rebase на последних 3 коммитах и просто переставляем местами вот этот коммит, эту команду pick с коммитом add new feature, с этой командой pick с коммитом add 123. Вот мы их переставили местами, это поставили сюда. Add 123 у нас остался на 2 месте, и получается самым первым стал commit fix critical bug. И теперь, когда мы закроем наш редактор, Rebase начнет исполнять команды из этой инструкции. Вот он взял эти 3 коммита, удалил их из нашей ветки и перенес эти 3 коммита во временную зону. Затем он начал читать начал читать команды из нашей инструкции. Сначала он применяет commit fix critical bug. Этот commit был 2-м. Вот он, этот commit, и он применяется в нашу ветку. Применяется 1-м. Теперь в нашей ветке это самый ранний commit получается. Дальше у нас применяется commit add 123, потому что он идет 2-м в нашей инструкции для Rebase. И он применяется к нашей ветке. И затем последним применяется commit add new feature. Он был самым старым коммитом, но теперь он у нас является самым последним коммитом в нашей ветке, потому что он находится последним, если смотреть сверху вниз, в нашей инструкции. И когда мы выполним интерактивный Rebase, наша история коммитов изменится. Раньше у нас commit add new feature был самым старым, теперь он стал самым последним коммитом в нашей истории коммитов. Теперь давайте приступим к практике и попробуем это сделать. Для этой практики я создал отдельный репозиторий, который более простой. У нас в этом репозитории всего лишь 4 коммита, и в каждом коммите в репозиторий добавлялся новый файл. Всего у нас в репозитории 4 файла, и в каждом коммите у нас добавляется новый файл. У нас первый коммит add файл 1, затем был добавлен файл 2, затем файл 3, и в конце у нас был добавлен файл 4. Давайте как-нибудь изменим эту историю коммитов, так, например, чтобы у нас файл 4 был добавлен вот на этом этапе в нашем репозитории, а файл 2 у нас был добавлен в конце, то есть является последним коммитом в нашем репозитории. Для этого мы можем вызвать команду git rebase с параметром I. И здесь мы передадим ему указатель на последние 3 коммита в нашем репозитории. Кстати, почему я создал новый репозиторий для этого урока? Потому что если делать ребейзы такие вот интерактивные в
предыдущем репозитории, который у нас более сложный, то вот все эти манипуляции с коммитами, они в итоге приводят к конфликтам. И вы с конфликтами уже вы уже научились конфликты решать. Они решаются ровно таким же образом, как и в предыдущих уроках. Просто эти конфликты бы они нам мешали продвигаться в этом уроке. Но вообще вы должны знать, что вот эти манипуляции с коммитами, они приводят зачастую к конфликтам. Здесь же у нас конфликтов, скорее всего, не будет, потому что у нас создавались в каждом коммите разные файлы, и у нас нет пересечений между коммитами. Вот у нас открылся редактор нашей инструкции. Мы видим, что у нас история перевернулась. И теперь у нас файл 2 наверху, add file 2 commit наверху и commit add file 4 внизу. Все потому, что у нас Rebase будет применять эти коммиты сверху вниз. И пока у нас файл 2 применится раньше, чем файл 4. Но мы можем поменять местами эти две строчки. Для того, чтобы это сделать, в этом редакторе вам нужно нажать на кнопку I. Это такой специальный редактор, называется Vim. Он немного сложный, то есть здесь все не так очевидно, как в простом редакторе. И сейчас мы находимся в режиме просто просмотра файла. Чтобы войти в режим изменения файла, вы должны нажать на кнопку I на вашей клавиатуре. И при этом вы должны еще находиться в английской раскладке. Вот я нажму на кнопку I, и я вижу, что у нас внизу появилась надпись Insert. Это означает, что я теперь могу вносить изменения в этот файл. Давайте я скопирую вот эту строчку. Скопирую строчку с командой pick для коммита add file 2. Я эту строчку скопировал, и теперь давайте я ее удалю. Я ее удалю. Теперь я эту строчку помещу в конце нашей инструкции. Я эту строчку вставил в конец нашей инструкции. И теперь давайте я также скопирую строчку с командой pick для файла 4. Так, эту строчку я удалю из нашей инструкции. И эту строчку я помещу в начало нашей инструкции. Теперь, когда мы закроем окно нашего редактора, команда Rebase начнет применять команды сверху вниз. То есть сначала она достанет из временной зоны commit add file 4, затем она достанет из временной зоны commit add file 3, и в конце концов достанет из временной зоны commit add file 2. И в итоге у нас commit add file 2 окажется в конце нашей истории, то есть будет последним коммитом в нашем репозитории. Давайте нажмем на Escape, чтобы выйти из режима ввода. Вот у нас надпись Insert внизу пропала. И теперь мы должны нажать на двоеточие и набрать WQ. Таким образом мы говорим редактору, что мы хотим сохранить изменения и выйти из этого редактора. Нажмем на Enter и видим сообщение о том, что Successfully Rebased. То есть Rebase интерактивный прошел успешно. Теперь, если мы посмотрим на историю наших коммитов, то мы увидим, что у нас commit add file 2 оказался в конце нашей истории. То есть он является самым свежим, самым последним коммитом в нашем репозитории. А коммит же add file 4, он переместился и теперь является вторым коммитом, то есть вторым самым старым коммитом в нашем репозитории. Давайте пойдем дальше. С помощью интерактивного Rebase мы можем поменять название коммита. Вот у нас в этом примере названия одни, но если мы хотим поменять название какого-то коммита, в данном случае вот этого коммита, мы набираем вместо команды pick команду reward. И когда мы выполним эту инструкцию, когда мы нажмем на двоеточие WQ и закроем окно редактора, нам будет показано еще одно окно, где мы сможем поменять вот это название коммита. Когда мы в этом окне поменяем название и применим его, GitRebase будет вытаскивать коммиты из временной зоны, но для того коммита, для которого мы поменяли название, он поменяет название. Давайте перейдем к практике и попробуем это сделать. Мы перешли в репозиторий. Давайте еще раз посмотрим на историю коммитов. И давайте скажем, например, что нас не устраивает название вот этого коммита. Мы хотим его поменять.
Давайте для этого вызовем команду git rebase интерактивный, и давайте будем редактировать последние два коммита, то есть нам нужно вот редактировать эти два коммита, потому что коммит add file3, он входит в эти два коммита. Давайте вызовем команду rebase и видим наш коммит add file3. Давайте его название мы изменим. Для этого вместо команды pick мы выберем команду reward. Не забываем нажать на I, чтобы войти в режим ввода. И набираем здесь reward. Выходим из режима ввода, набираем двоеточие WQ и попадаем в еще одно окно, где мы можем уже изменить название нашего коммита. Здесь мы опять входим в режим ввода, нажав на клавишу I. И здесь давайте изменим название, например, add file3. Ура! Hooray! И теперь, когда мы изменили название нашего коммита, давайте выйдем из режима ввода, нажмем на двоеточие WQ, чтобы сохранить изменения и выйти из редактора. И увидим, что у нас rebase произошел успешно. Если мы посмотрим на нашу историю коммитов, то теперь видим, что у нас название коммита изменилось. Также с помощью интерактивного rebase мы можем объединить два коммита в один. Для этого есть специальное слово squash, команда squash. Когда мы в инструкции для rebase набираем squash около какого-то коммита, это означает, что мы хотим объединить этот коммит с предыдущим коммитом. То есть у нас коммиты читаются сверху вниз. Если мы пишем squash в каком-то коммите, это означает, что мы хотим его объединить с предыдущим коммитом. Когда мы закрываем это окно инструкции, мы переходим в следующее окно, и в этом окне мы набираем новое название для объединенного коммита. И в итоге происходит следующее. У нас во временную зону помещаются коммиты, и затем нетронутый коммит, он переходит в репозиторий нетронутым, а вот коммиты, два коммита, которые должны быть объединены, они объединяются в один коммит с новым названием. Давайте попробуем объединить два коммита в один. Предположим, что мы хотим объединить коммит addFile2 с коммитом addFile3. Для этого давайте напишем git rebase интерактивный для последних трех коммитов. Мы вошли в окно с инструкцией, и здесь мы хотим объединить вот эти два коммита. Для того, чтобы это сделать, мы перейдем в режим ввода, нажмем на I, и здесь вместо команды pick мы выполним команду squash. Команда squash, когда rebase будет читать инструкцию, когда дойдет до команды squash, он объединит этот коммит с предыдущим коммитом. И в итоге у нас будет создан один коммит вместо этих двух коммитов. Давайте выйдем из... так у нас здесь команда squash написана неправильно. Вот так вот. Squash. Пример команды написан вот здесь. Теперь мы выйдем из режима ввода, нажмем на двоеточие WQ, и мы будем переведены в окно для того, чтобы написать название нового коммита. То есть, так как у нас появляется новый коммит из двух коммитов, мы должны для этого объединенного коммита придумать название. Название мы можем ввести прямо в этом окне. Для этого мы опять перейдем в режим ввода, мы уберем название вот этого коммита addFile2, уберем название вот этого коммита addFile3, и давайте создадим новое название addFile2 and addFile3, то есть добавляем файл 2 и добавляем файл 3. Обратите внимание на то, что я удалил те две строчки, которые были без вот этого знака решетки в начале. Все потому, что все остальные строчки со знаком решетки в начале, они являются комментариями и не воспринимаются rebase. Только строчки без решетки в начале, они будут восприниматься. И в данном случае вот эта единственная строчка без решетки, она будет использована в качестве нового названия для нашего коммита. Давайте выйдем из режима ввода и нажмем на двоеточие WQ. У нас rebase был выполнен. Теперь, если мы посмотрим историю наших коммитов, то мы видим, что теперь у нас коммитов стало не 4, а 3. И последний коммит у нас называется addFile2 and addFile3. И этот коммит в себя содержит изменения, которые произошли в коммите addFile2,
и в комите add file 3. И давайте разберемся с еще одним применением интерактивного Rebase, которое заключается в том, что мы можем добавить изменения в существующий коммит. Мы уже разбирали команду git commit с параметром amend в одном из прошлых уроков, которая позволяла нам добавлять изменения в последний коммит. То есть в самый свежий, самый новый коммит мы могли добавить какие-то изменения. Вот с помощью интерактивного Rebase мы можем добавить изменения в любой коммит в нашей истории коммитов. Мы, как обычно, вызываем git rebase, у нас открывается окно с инструкцией, и здесь тот коммит, который мы хотим изменить, мы вот около него пишем edit, команду edit. Затем мы запускаем интерактивный Rebase, закрываем это окно, и вот этот коммит мы можем его изменить. Изменить его содержимое, добавить в него какие-то изменения и изменить его название. И затем, когда мы это делаем, мы продолжаем наш Rebase, и в итоге у нас вот этот коммит, который мы, вот около которого у нас была команда edit, он будет изменен. То есть, как обычно, все коммиты будут перенесены во временную зону. Те коммиты, которые просто с командой pick, они будут применены к нашему репозиторию. Затем, когда Rebase дойдет до вот этого коммита с командой edit, он остановится и даст нам внести какие-то изменения в этот коммит. Затем, когда мы внесем изменения, этот коммит будет применен измененный уже коммит будет применен к нашему репозиторию. И затем Rebase пойдет дальше и пойдет дальше читать инструкцию. И вот следующие коммиты, которые идут с командой pick, они будут просто применяться тоже к нашему репозиторию. Давайте перейдем к практике. Давайте предположим, что мы хотим внести изменения в коммит add file 4. Он у нас не является последним коммитом, поэтому просто использовать команду git commit с параметром amend мы не можем. Давайте используем интерактивный Rebase. Git rebase с параметром I для последних двух коммитов. У нас появилось окно с инструкцией. И здесь мы вместо pick наберем edit. Мы набрали команду edit. Давайте выйдем из режима ввода и выйдем из нашего редактора. У нас команда Rebase начала применять коммиты из временной зоны. Как только она дошла до коммита с командой edit, то есть сразу, потому что у нас коммит с командой edit, он является первым в инструкции для Rebase. Как только она увидела этот коммит, она на нем остановилась. И то есть вот этот коммит, который идет дальше в инструкции для Rebase, он еще не применился. Он все еще находится во временной зоне. Как только мы добавим изменения в commit add file 4 и введем команду git rebase с параметром continue, то есть продолжить, только после этого у нас начнут применяться следующие коммиты из временной зоны. В данном случае вот commit add file 2 and add file 3. И здесь, пока мы находимся на этом коммите add file 4, мы можем внести какие-то изменения. Давайте откроем файл 4. И давайте в него внесем какие-то изменения. Hello, и пусть будет goodbye. Мы внесли изменения. Теперь давайте добавим эти изменения в отслеживаемую зону. И теперь давайте вызовем git commit с параметром amend, чтобы сделать изменения в этом коммите, чтобы вот в commit add file 4 добавить изменения, которые мы внесли в наш файл 4. Git commit с параметром amend. И здесь нам эта команда еще предлагает изменить название для этого коммита. Давайте его изменим, скажем add file 4 and make some changes. То есть добавляю файл 4 и вношу какие-то изменения. Выходим из режима ввода, выходим из этого окна. И теперь давайте введем команду git rebase с параметром continue, чтобы у нас Rebase продолжился. То есть мы внесли все изменения в текущий коммит, и теперь мы можем продолжить Rebase и продолжить извлекать коммиты из временной зоны. Наберем git rebase continue, и у нас успешно Rebase прошел, то есть успешно были извлечены следующие коммиты из временной зоны. Теперь, если мы посмотрим на историю коммитов, то мы увидим, что у нас коммит вот этот. У нас он, во-первых, изменил свое название, и в этом коммите также было произведено дополнительное изменение, была добавлена
строчка goodbye. На этом уроке мы разберемся с еще одной интересной командой, которая называется Cherry Pick. Когда эта команда используется? Эта команда используется тогда, когда нам надо взять один или несколько коммитов из другой ветки в нашу ветку. Вот здесь у нас представлен пример нашего репозитория. У нас есть ветка Production и есть ветка Development. И в ветке Production у нас более-менее стабильный код, который используется людьми. А в ветке Development у нас какие-то экспериментальные функции, какие-то непроверенные коммиты, и вот эта ветка Development, она предназначена для разработки. Но предположим, что в этой ветке Development у нас появился коммит, который фиксит какой-то баг, который исправляет какую-то ошибку в коде. Этого коммита у нас нету в ветке Production. И мы хотим этот отдельный коммит, этот хороший коммит, мы хотим перенести в нашу ветку Production. При этом мы не хотим переносить все остальные коммиты из ветки Development. Именно в этом сценарии нам нужна команда Cherry Pick. То есть нам нужен единственный коммит bugfix из ветки Development. И здесь вот такая вот есть метафора для этой команды. Вообще Cherry Pick переводится с английского языка как вот такое вот действие по отбиранию хороших элементов из группы. Ну, вот здесь, например, мы отбираем хорошую вишенку, когда мы ее срываем. И вот здесь, в принципе, происходит то же самое. Мы отбираем хороший, нужный коммит из всех коммитов, и этот хороший коммит мы переносим в нашу ветку. То есть мы делаем такой cherry pick. На этом слайде у нас представлен пример использования команды Cherry Pick. Мы сначала должны убедиться, что мы находимся в правильной ветке, то есть мы сначала переходим в ветку Production с помощью команды Checkout. Когда мы оказываемся в ветке Production, мы делаем git Cherry Pick и указываем хэш коммита, то есть хэш того коммита, который мы хотим перенести из ветки Development. После этого этот коммит будет перенесен в нашу ветку Production. При этом есть небольшая тонкость. Она заключается в том, что у взятого коммита будет другой хэш, который будет отличаться от хэша в оригинальной ветке. То есть, вот, например, у нас такой хэш у коммита bugfix в ветке development, и когда мы делаем cherry pick, когда мы берем этот коммит в нашу ветку production, мы вообще формально создаем новый коммит. Просто этот новый коммит, он полностью равняется вот этому коммиту из ветки development. И у этого нового коммита у него свой хэш. Но это будет разобрано на практике. У команды git cherry pick есть есть вариация с таким аргументом edit. Это мы используем в том случае, когда мы хотим перенести коммит из другой ветки, но при этом хотим еще поменять сообщение коммита. Вот здесь мы переносим коммит опять bugfix с названием bugfix из ветки development, но при этом, если мы вызовем вот с аргументом edit, то мы сможем в процессе переноса поменять сообщение этого коммита. Это мы тоже разберем на практике. Также у команды Cherry Pick есть аргумент noCommit, и в этом случае мы можем перенести изменения из коммита из другой ветки, но при этом мы не будем делать коммит в нашей ветке. Мы просто поместим изменения вот из этого коммита в отслеживаемую зону. Вот здесь у нас зеленым цветом изображена отслеживаемая зона. И вот эти изменения, они поместятся в отслеживаемую зону. Это бывает полезно, когда мы хотим внести небольшие правки в тот коммит, который мы забираем из другой ветки. Вот здесь, когда мы получим все изменения, и они попадут в отслеживаемую зону, мы сможем сделать git commit и закоммитить вот эти изменения, но предварительно мы можем, например, в них внести какие-то правки. Это мы тоже разберем на практике. Еще один сценарий, при котором вот этот аргумент noCommit может быть полезен, заключается в том, если мы, например, хотим 2 или более даже коммитов взять из другой ветки. Тогда мы можем сделать git cherry pick с аргументом noCommit и указать 2, например, хэша коммита. И вот эти изменения из двух этих коммитов, они попадут в отслеживаемую зону в нашей ветке Production. И затем мы сможем здесь внести какие-то правки, и после этого мы сможем сделать git commit
и получить коммит, который объединяет изменения из этих двух коммитов. То есть сценарий заключается в слиянии двух коммитов из другой ветки в один коммит. Другие параметры, которые есть у команды cherrypick, это параметр x. И если мы вызовем команду cherrypick с параметром x, то в сообщении будет указан хэш того коммита, из которого мы сделали cherrypick. То есть, как я уже говорил, у нас хэш этого коммита не равняется хэшу оригинального коммита. Но если мы хотим указать, из какого коммита мы сделали cherrypick, то мы можем вызвать cherrypick с аргументом x, и тогда вот в нем в сообщении коммита будет указан вот этот хэш того коммита, из которого мы сделали cherrypick. И также есть аргумент signoff, и этот аргумент указывает в сообщении коммита имя того пользователя, кто совершил cherrypick. Дело в том, что когда мы совершаем cherrypick, у нас переносится не только изменения, которые содержатся в этом коммите, но и, например, переносится имя автора. То есть здесь, в этом коммите, будет такое же имя автора, как у вот этого коммита оригинального. Но, допустим, мы хотим не только иметь имя автора в этом коммите, имя вот автора этого коммита, но и хотим еще, чтобы в этом коммите было имя того, кто сделал этот cherrypick, кто вот совершил вот этот cherrypick. И тогда мы можем вызвать cherrypick с аргументом signoff, и тогда в сообщении коммита будет указано имя того, кто совершил cherrypick. Но это мы тоже разберем на практике, и теперь давайте к ней перейдем. Для этой практики я создал новый репозиторий, который называется test-repo, и в этом репозитории я создал две ветки. Одна ветка development, другая ветка production. Ветку master я удалил. И в ветке production у нас два коммита, то есть какой-то начальный коммит и коммит, который меняет что-то в нашем единственном файле, сам файл. И в ветке development у нас гораздо больше коммитов. У нас коммиты A, B, C, D, E. И каждый коммит, он совершает лишь одно действие. Он добавляет файл с соответствующей буквой в наш репозиторий. То есть коммит A добавил файл A, коммит B добавил файл B и так далее. И мы будем применять какие-то коммиты, отдельно взятые, из нашей ветки development в нашу ветку production. И давайте попробуем совершить наш cherrypick. Для этого мы перейдем обратно в ветку production, сделаем git checkout production. Давайте посмотрим на git branch, и мы видим, что мы находимся в ветке production. Теперь давайте сделаем git checkout какого-нибудь коммита из нашей ветки development. Здесь, когда мы выполняли команду git log, находясь в ветке development, мы увидели все коммиты в этой ветке, и мы также увидели вот эти вот хэши этих коммитов. Давайте по этому хэшу применим один из этих коммитов в ветку production. Давайте сделаем git cherrypick и укажем в качестве коммита, например, коммит A. Допустим, в этом коммите у нас содержатся изменения, которые нам нужны в продакшене. И укажем вот этот хэш этого коммита. Скопируем, вставим и выполним. Мы видим, что у нас cherrypick выполнился успешно. И теперь, если мы посмотрим на вывод команды git log, то мы увидим, что помимо двух коммитов, которые были в продакшене, у нас еще появился коммит A, который был взят из нашей ветки development. Теперь давайте пойдем дальше и убедимся, что у нас действительно хэши этих двух коммитов разные. Вот у нас хэш коммита A в ветке production начинается с 2e, а хэш в ветке development этого же коммита начинается с 3.2. И мы видим, что у нас это действительно совершенно разные хэши, хотя коммиты абсолютно одинаковые, то есть несут одинаковые изменения. И, кстати, если мы посмотрим, что у нас в нашем репозитории, в нашей ветке production, то мы увидим, что у нас добавился файл A. Теперь давайте пойдем дальше и применим команду git cherrypick с аргументом edit. Git cherrypick с аргументом edit. Я напомню, что этот аргумент позволяет нам изменить сообщение коммита
того коммита, который мы берем из другой ветки. Давайте возьмем, например, commit b, возьмем его хэш, и давайте его сюда вставим. Теперь нажмем на Enter, и нас перебросит в окно редактирования, сообщения коммита. Здесь мы можем перейти в режим ввода. Это у нас Vim. И чтобы здесь перейти в режим ввода, нужно нажать на букву I, на клавишу I. И здесь давайте мы, например, изменим сообщение этого коммита и скажем, например, commit b with changed commit message. То есть commit b с каким-то измененным сообщением коммита. Теперь, когда мы закончили изменения вносить в наш файл, в наше сообщение коммита, мы должны нажать на Escape. Таким образом, мы выходим из режима ввода в Vim. Теперь мы должны нажать на двоеточие. И здесь мы должны написать двоеточие WQ. Таким образом, у нас сохраняется сообщение нашего коммита. Да, с Vim немножко сложно, но вы должны вот запомнить эти основные команды. Это нажатие на I, чтобы зайти в режим редактирования. Это нажатие на Escape, чтобы выйти из режима редактирования. И вот двоеточие WQ, чтобы сохранить файл. Теперь, если мы выполним git log, то мы увидим, что у нас появился новый коммит в продакшене, который имеет новое название commit b with changed commit message. Но при этом этот коммит у нас полностью вносит те же изменения, что и commit b из нашей ветки development. Если мы посмотрим на содержимое нашего репозитория, то мы видим, что у нас появился файл b. Теперь давайте пойдем дальше и попробуем выполнить cherry pick с аргументом noCommit. И давайте для этого мы в качестве сценария мы попробуем объединить два коммита в один и внесем еще какие-то попутно правки в эти коммиты. Давайте скажем, что мы хотим взять из ветки development, хотим взять коммиты C и коммиты D. То есть хотим взять эти два коммита. И при этом мы еще хотим внести какие-то правки. Для этого мы здесь вызовем git cherrypick с аргументом noCommit и укажем два хэша этих двух коммитов. Берем хэш коммита C, вставляем сюда и через пробел вставляем хэш коммита D. Копируем и вставляем. И применяем этот cherrypick. Мы его применили. Теперь, если мы посмотрим на вывод команды getlog, мы увидим, что новых коммитов у нас в ветке production не появилось. Но если мы посмотрим на git status, то мы увидим, что у нас появились изменения, то есть у нас пришли изменения из ветки development. Изменения, которые содержатся в двух коммитах, коммите C и коммите D. И мы видим, что у нас в отслеживаемую зону попали эти изменения, то есть добавление файла C и добавление файла D. И теперь мы можем, например, как-то изменить, внести какие-то правки. Давайте мы откроем файл C, и в него мы внесем какие-то правки. Some little changes. Какие-то небольшие правки. Сохраняем этот файл C. И теперь, когда мы закончили вносить правки, мы можем наши изменения из отслеживаемой зоны, мы можем сделать из этих изменений commit. Давайте сделаем git commit. И давайте дадим ему название, например, merge commit C and commit D with little changes. То есть мы сливаем commit C и commit D с какими-то небольшими изменениями. Давайте сделаем этот commit, и мы увидим, что он у нас успешно совершился. И в нашем репозитории в ветке production у нас теперь появились файлы C и файл D, но в файле C у нас есть небольшие правки. И теперь давайте разберемся с еще одной вещью, с последними параметрами. Это у нас параметр x и параметр signoff. Давайте мы
вызовем cherryPick с параметром x. Git cherryPick с параметром x. И давайте в качестве коммита мы укажем последний коммит. Коммит у нас i. Вот у нас хэш этого коммита. Мы его копируем и вставляем этот хэш сюда. Что у нас делает параметр x? Я еще раз напомню, он указывает в сообщении коммита хэш того коммита, из которого мы сделали cherryPick. То есть вот этот хэш, который мы взяли, хэш оригинального коммита из ветки development, он будет указан в сообщении нашего коммита в ветке production. Давайте сделаем этот cherryPick и посмотрим на вывод команды log. Мы видим, что у нас последний коммит в нашем продакшене, он имеет название commit i, но помимо этого здесь еще есть вот такая вот приписка, что этот коммит был cherry-пикнут из коммита вот с таким вот хэшем. Это хэш оригинального коммита из ветки development. И давайте разберем последний аргумент для команды cherry-pick. Давайте у нас уберем последний коммит, потому что у нас не хватает коммитов в ветке development. Давайте мы уберем последний коммит i из нашей ветки production, чтобы его еще раз зачерепикать из ветки development. Для этого мы можем сделать git reset hard и уйти на один коммит назад. То есть мы должны будем вернуться вот к этому коммиту merge commit c and commit d. Давайте это выполним. И увидим, что у нас теперь мы вернулись к предыдущему коммиту, а этот коммит, который был черепикнут, коммит i, он был стерт. Давайте теперь его еще раз зачерепикаем, но теперь уже с аргументом signoff. Git cherrypick с аргументом signoff. И давайте укажем этот же хэш коммита из ветки development. Так, это у нас осталось где-то наверху. Вот у нас ветка development. И давайте укажем его хэш этого коммита. Ставим его здесь. И давайте выполним этот cherrypick. Еще раз напоминаю, что аргумент signoff, он укажет в сообщении коммита имя того пользователя, кто совершил cherrypick. То есть в данном случае я совершаю cherrypick. У этого коммита есть свой автор, но вот автор cherrypick это я. И вот именно я буду указан в сообщении коммита как автор этого cherrypick. Давайте выполним этот cherrypick, посмотрим на лог и увидим, что у нас commit i был зачерепикан из ветки development, и cherrypick был совершен вот этим автором. Таким образом, мы разобрали команду cherrypick и разобрали все основные, самые полезные аргументы для этой команды.